Американская военная операция. Зачем Пентагон отправил флот в ледяную пустыню, когда в конце 40-х американские газеты сообщали о том, что Пентагон разворачивает целый флот у берегов Антарктиды, мир замер в удивлении. Операция получила название High Jump и началась в декабре 1946-го. Военные корабли, авианосец, ледоколы, десятки самолетов и более 4000 человек экипажа, такого размаха ледяной континент не видел никогда. Секретность миссии поражала. Командование операции было поручено опытнейшему адмиралу Ричарду Бёрду, а официальные цели излагались крайне туманно. Изучение условий для создания военных баз и тестирование техники. Однако американские военные не просто высаживались на лед. Флот прибыл с настоящей пилотируемой эскадрильей. На борту были бомбардировщики, истребители, амфибии. В течение нескольких недель над замерзшей пустыней пролетали десятки разведывательных миссий, фиксировались ледовые уступы, скалы, странные озера. Команды устраивали сплошные высадки с техникой, фотографировали, собирали образцы почвы и льда, прокладывали маршруты для тяжелых машин. Все это происходило в условиях, когда температура опускалась ниже 30 градусов по Фаренгейту, а ледяной ветер сбивал с ног даже подготовленных моряков. В какой-то момент события вышли из-под контроля. Один из самолетов Мартин Маринер исчез вместе с 6 членами экипажа. Поиски длились несколько дней, но аппарат так и не был найден. Позже командование неожиданно свернуло операцию раньше намеченного срока. Официально из-за суровых погодных условий, неофициально из-за чрезвычайных обстоятельств. Репортеры и историки годами гадали, что именно увидели участники миссии в недрах антарктического континента и почему происходящее держалось под грифом «секретно» еще десятилетиями. Этот масштабный поход стал лишь первым актом в длинной череде загадочных экспедиций, которые навсегда изменили представление человечества об Антарктиде, а следом за американцами в игру вступили совсем другие силы, которые были готовы пойти еще дальше ради своих целей. Нацистские базы, правда и мифы об экспедициях Третьего рейха. Вслед за сенсационной американской экспедицией на ледяной континент вновь всплывают старые слухи о тайных базах, которые якобы создал Третий рейх еще в конце 30-х. История начинается в 1938-м, когда из Гамбурга на специально переоборудованном судне Швабенланд немцы отправились к Южному полюсу. Официальная версия — научные исследования и поиски новых китобойных угодий. Но на борту находились не только ученые, а и инженеры, офицеры СС и техника для аэрофотосъемки. Экипаж сбрасывал на ледяные просторы тысячи металлических маркеров со свастикой и делал снимки для детальных карт. Зона в районе земли королевы Мод даже получила немецкое имя — Нойшвабенланд. В архивах Третьего рейха сохранились донесения о постройке временных лагерей, ангаров и складе топлива. Документов о строительстве крупных подземных сооружений не найдено, хотя спустя десятилетия появилось множество легенд о секретных лабораториях, ангарных комплексах подо льдом и даже о подводных портах для субмарин. После разгрома нацистской Германии союзники получили доступ к бумагам и отчетам экспедиции Швабенланд, но ни одного доказательства существования капитальных баз обнаружить не удалось. Тем не менее, военные архивы, рассекреченные во второй половине 20 века, подтверждают, что вплоть до 1945 года немецкий флот курсировал в Южный океан, а несколько подлодок исчезли без следа и не были найдены ни среди трофеев, ни по сигнальным данным союзников. Это породило теории о тайных маршрутах через ледяные шельфы и якобы выживших отрядах СС, которые скрылись в антарктических льдах. В послевоенные годы советские и британские исследователи также пытались найти хоть какие-то следы деятельности немецких экспедиций, но кроме маркеров и остатков временных построек ничего обнаружить не удалось. Археологи фиксировали оборудование, канистры и контейнеры с немецкой маркировкой, но никаких доказательств существования сверхсекретных бункеров, только обрывки карт и неполные отчеты. Несмотря на это, именно эти полумифические базы Третьего рейха долгие годы подпитывали фантазии о загадочных технологиях, исчезнувших нацистских ученых и подземных комплексах, которые могли бы стать укрытием для самых невероятных открытий. Но если документы не раскрыли всего, то куда же исчезли некоторые ученые и почему на континенте так часто пропадали не только люди, но и целые самолеты? Загадка исчезнувших ученых и пропавших самолетов. Когда первые научные отряды после войны вновь начали высадки в Антарктиде, списки экспедиций регулярно пополнялись тревожными заметками о пропавших участниках. В 1947-м, во время разгара интереса к ледяному континенту, исчезла группа британских исследователей. 5 человек ушли на снегоходах для замеров ледовой толщины и не вышли на связь. Радиостанции зафиксировали неразборчивые сигналы тревоги, но поиски не дали результата. Ни сани, ни оборудования, ни тел не нашли даже спустя месяцы. Все следы как будто стер ледяной шквал за одну ночь.
Похожая история произошла с советской экспедицией в конце 50-х. Группа молодых ученых совершала серию буровых работ в глубине ледника, когда через несколько дней перестала отвечать на запросы. Экстренные поисковые отряды, вооруженные авиацией и собаками, обнаружили только палатки и разбросанное личное снаряжение. Отдельные журналы экспедиции были найдены на расстоянии почти мили от лагеря, вмерзшими в снег. Летчики, помогавшие в поисках, отмечали, что район был неожиданно изрезан длинными ледяными трещинами, которые не фиксировались на прошлых снимках. Не менее загадочными стали исчезновения воздушных судов. Помимо американского «Мартин Маринер», за 40-е и 50-е годы сообщения о пропавших самолетах поступали из разных стран. В 1952-м австралийский транспортник с 6 членами экипажа ушел с маршрута и не вышел на связь над районом земли Уилкса. Спутниковых снимков тогда еще не было, а погодные условия менялись молниеносно. Поисковые вертолеты не нашли никаких следов, лишь обломки ящиков с научным оборудованием, протащенных ветром на десятки миль. Особое место в хрониках занимает трагедия французской экспедиции в 1953. Отряд из 7 человек отправился к недавно обнаруженному подледному озеру и исчез без следа. Через несколько лет случайно обнаружили фрагменты катера и металлическую коробку с записями температурных скачков, явно не соответствовавших обычным антарктическим условиям. Эти исчезновения фиксировались в донесениях, но официальные ответы были простые и скупы: экстремальные климатические условия, ошибки навигации, отсутствие технических средств спасения. Несмотря ни на что, в архивах продолжают попадаться неопубликованные доклады о таинственно исчезнувших ученых и самолетах, которые полностью растворились среди вечных льдов. На фоне этих событий особое внимание привлекали не только западные, но и советские станции, которые уже тогда начали обрастать слухами о засекреченных технологиях и странных находках, о которых знали только избранные. Советский антарктический секрет. Что скрывали советские станции? Пока западные страны ломали голову над исчезновением экспедиций, советские станции на антарктическом льду становились настоящим центром загадочных историй. Уже в конце 40-х Москва устроила научную гонку. Одна за другой открывались базы «Мирный», «Восток», «Пионерская». С внешней стороны все выглядело буднично. Строились лаборатории из металлических блоков, возводились антенны для радиосвязи, по вечерам длинные вереницы тракторов подвозили ящики с оборудованием. На деле же военные инженеры следили за каждым прибывающим самолетом, а посторонних на территорию не пропускали. Буровые установки располагались не только для сбора льда, под покровом ночи рабочие уходили за несколько миль вглубь ледника, а дневники геологов хранились под замком. В начале 50-х на станции «Восток» развернули секретный проект по поиску аномалий в магнитном поле. Официально докладывались только стандартные замеры, но по воспоминаниям участников, в некоторые смены приборы выходили из строя, стрелки компасов крутились на 180 градусов, а у телеграфистов фиксировались короткие сигналы, которые никто не мог расшифровать. В январе 1955 на базу прибыла группа инженеров с новейшей радиотехникой. Среди них были только военные, которые отказывались общаться с гражданскими учеными. Особое внимание уделялось складам с импортной аппаратурой из Европы и Америки, которую заказали тайным путем через союзные страны. По ночам сюда подвозили сложные приборы, которые тут же прятали в отдельный павильон за двойной шторой. Свидетели рассказывали, что однажды солдаты замуровали в снегу целый грузовик с оборудованием. Спустя несколько дней техника таинственно исчезла, а все записи с камер были уничтожены. В течение 50-х на Мирном и Пионерской участились случаи сбоя электроники и странных поломок транспорта. Моторы снегоходов сами по себе запускались ночью, а аккумуляторы промерзали за пару часов, хотя по расчетам этого происходить не должно было. К некоторым станциям периодически не удавалось дозвониться по радиосвязи, а связь восстанавливалась только после прихода очередного транспортного каравана. Те, кто служил на советских базах дольше полугода, говорили о необычном блеске во льдах неподалеку от буровых скважин, словно под поверхностью что-то отражало свет прожектора, хотя ни металла, ни остатков техники официально не находили. С началом работы станции «Восток» в 61-м советские геологи засекретили все результаты буровых работ, а отчеты о лабораторных анализах передавались только в штаб-квартиру Академии наук в Москве. Даже простые слесари подписывали бумаги о неразглашении. Только спустя десятилетия в мемуарах всплывают намеки на находки необычных слоев пород, каменных фрагментов и образцов с остатками неизвестных веществ. На самом деле никто из рядовых сотрудников так и не узнал, что именно прятали во льду советские станции. Эти истории обрастали слухами за тысячи миль от ледяного континента, но просочиться в закрытый мир советских лабораторий не мог даже опытный иностранный шпион. Тем временем в архивах продолжали накапливаться загадочные находки, которые появлялись на ледяной карте Антарктиды не только под контролем советских ученых. Дальше ждали открытия, способные перевернуть само понимание истории человечества.
Странные находки подо льдом. Артефакты не из этого времени. Когда первые буровые установки достигли древних пластов антарктического льда. Никто не ожидал, что будут найдены предметы, не вписывающиеся в современную картину мира. Уже в начале 60-х на неподконтрольном никому ледяном плато группа австралийских ученых во время забора проб обнаружила на глубине более 2 миль небольшую металлическую пластину с идеально выточенными краями. Химический анализ, проведенный в лаборатории станции Дэвис, показал необычный сплав с высоким содержанием титана и никеля, но такие технологии были созданы лишь в конце 20 века. Документальные подтверждения находки сохранились в отчетах института, но пластина вскоре исчезла вместе с курьером, который должен был передать ее в Мельбурн. Его вертолет не вышел на связь и пропал в облаках над паковым льдом. Не меньший резонанс вызвало открытие французских геологов в районе земли Адели. В ходе стандартных раскопок в ледяной толще была найдена цилиндрическая трубка, по форме напоминающая контейнер от современных медицинских препаратов, но по всем признакам изготовленная из монокристаллического кварца. Внутри были крошечные нити, и даже под мощнейшими микроскопами не удавалось определить, из чего они созданы. Позже все материалы по этому объекту были изъяты из французских архивов в связи с неясным происхождением. В 60-е, когда советские бурильщики дошли до новых горизонтов, в отвалах льда недалеко от станции «Восток» обнаружили поблескивающую цепочку из шариковидных элементов. На поверхности каждого были выбиты символы, не относящиеся ни к одному из известных алфавитов. Копии фотографий попали только в личные дневники двух ученых, а сама цепочка исчезла на следующий же день из лаборатории. Сотрудники, которые пытались выяснить, куда делся артефакт, получили строгий выговор за превышение полномочий. Американские экспедиции столкнулись с не менее странными вещами. В 1968 во время бурения в районе шельфовых льдов Росса был обнаружен обломок технического устройства с миниатюрными медными обмотками, покрытыми лаком. Все детали были не больше ногтя, а схема сборки не соответствовала никаким тогдашним образцам промышленности. Отчет был передан через консульство в Вашингтон, но предмет тут же был изъят военными. Сотрудники лаборатории вспоминали, что на следующий день после находки на станцию прибыли люди в штатском, перекрыли доступ к складу и вывезли находку под усиленной охраной. Необычные находки фиксировались и на других станциях. Японские ученые в 70-е обнаружили в толще снежных пластов фрагменты ткани, устойчивые к воздействию струйного пара и агрессивных реагентов. Химический состав этого материала не совпадал ни с одним известным синтетическим волокном. Часть образца была отправлена в Токио, но через несколько месяцев вся переписка о находке исчезла из архивов. Все эти артефакты никогда не были выставлены на публику и почти всегда исчезали вскоре после обнаружения, а их след терялся в военных архивах или засекреченных лабораториях. В официальных журналах их упоминали как промышленные загрязнения, аномальные включения или ошибки анализа. Но списки странных находок пополнялись. Геофизики фиксировали следы обработки поверхности камня лазероподобным прибором, а микробиологи периодически находили во льду бактерии с ДНК, не встречающиеся в известных популяциях. Открытия такого рода почти всегда означали только одно — тотальный контроль спецслужб и новый виток международной напряженности. Кто и зачем избавлялся от этих предметов? И почему ученые, их обнаружившие, внезапно теряли работу или даже исчезали из поля зрения? Ответов так и не появилось. Уже к концу 70-х уровень секретности вокруг антарктических экспедиций только возрастал, а национальные базы постепенно превращались в укрепленные анклавы с собственными правилами допуска и охраны. Впереди участников ждали не только новые запреты, но и неожиданные перемены в правилах игры на всем материке. Запретные зоны. Как международные договоры изменили Антарктиду? Пока одни экспедиции исчезали в антарктической белизне, а странные артефакты вывозились спецслужбами, под покровом ночи судьба всего континента решалась на международных переговорах за тысячи миль отсюда. С самого конца 50-х ведущие державы встревожились. Слишком много исчезнувших людей, слишком часто военные патрули замечали друг друга там, где не должно было быть никого. В декабре 1959 в Вашингтоне представители 12 стран, включая США, СССР, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Францию и Японию, неожиданно подписали Антарктический договор, который должен был положить конец военным играм среди вечных льдов. С этого момента весь материк официально становился зоной только для мирных научных исследований. Размещение военных баз, ядерные испытания и даже добыча полезных ископаемых попадали под полный запрет. Любая несанкционированная экспедиция попадала под пристальный контроль, а присутствие вооруженных подразделений допускалось лишь для оказания помощи ученым. Территориальные споры были заморожены. Ни одна страна не могла провозгласить участки льда своей собственностью, а границы зон влияния отмечались только на старых картах.
Вместо открытого контроля велась тонкая дипломатическая игра. Доступ к некоторым районам даже для исследователей становился возможным только по специальному разрешению. Появились запретные зоны, участки, куда запрещалось проводить буровые и археологические работы под предлогом сохранения природного баланса. На самом деле, эти районы совпадали с зонами прошлых исчезновений необычных находок и аномальных показателей на радарных картах. Даже карты для гражданских экспедиций печатались с белыми пятнами, где не было обозначено ничего, ни рельефа, ни координат. В 60-х и 70-х на материке усилился международный контроль. Инспекторы из разных стран проверяли станции друг друга, пересчитывали лабораторное оборудование и сверяли отчеты по запасам топлива и продуктов. Любой лишний груз или незаявленное оборудование могло стать поводом для очередного дипломатического скандала. По факту создания договора только усилило секретность. Сообщения о новых находках или исчезновениях отправлялись по закрытым каналам. Доклады с грифом «совершенно секретно» хранились в отдельных сейфах посольств и штаб-квартир научных советов. В это же время Антарктиду начали патрулировать специальные группы наблюдателей ООН. По официальной версии они следили за выполнением экологических норм. Но по неофициальным рассказам именно эти инспектора периодически обнаруживали странное оборудование, следы тяжелой техники и даже тщательно засыпанные входы в ледяные тоннели, чье происхождение никто не комментировал. Иногда от экспедиции требовали срочного покидания района, где фиксировались аномальные параметры или технические неисправности. Постепенно материк превратился в идеальную зону для дипломатических игр и теневых договоренностей. Новые правила позволяли странам скрывать деятельность под маской научных наблюдений, а картотека закрытых секторов росла от сезона к сезону. Даже в наше время официальные маршруты для туристов и ученых составляются с учетом десятков невидимых границ внутри одного континента. Но несмотря на жесткие договоры, Антарктида так и осталась территорией двойных стандартов, где каждый научный проект сопровождает невидимая тень контроля, а истинные хозяева льдов проявляются только на закрытых международных совещаниях. Впереди самое загадочное. Кто и как смог взять под контроль не только ледяную пустыню, но и все, что скрыто под ее многомильной толщей? Тайные переговоры и современный контроль. Кто на самом деле управляет континентом? И вот, когда новые запреты только укрепили завесу таинственности над Антарктидой, начался период тайных переговоров и невидимого контроля, о котором мало кто слышал за пределами узких дипломатических кругов. Уже в начале 80-х главы делегации регулярно встречались в закрытых залах Женевы, Буэнос-Айреса и Вашингтона, чтобы утвердить новые правила доступа к ледяному континенту. На этих встречах обсуждались подробные списки запрещенных зон, а также правила эксплуатации спутниковых снимков и передач научных данных между странами. Каждая держава требовала допустить своих людей к ключевым лабораториям соперников, но в ответ получала такие же требования. Так появлялись специальные совместные наблюдательные миссии из ученых и военных. Американские спецслужбы получали от своих информаторов регулярные отчеты о движении советских караванов и неизвестных лабораториях, сгружавших неучтенное оборудование. Советские инженеры в ответ устанавливали на базах сложные системы радиоперехвата, чтобы отслеживать чужие сигналы и не допускать утечек информации. В 80-х на континент прибыли независимые наблюдатели от ООН и Международного агентства по атомной энергии. Официальная цель их визитов заключалась в контроле окружающей среды, но по неофициальным данным именно под их охраной спецгруппы проводили скрытые раскопки рядом с аномальными участками и унесли оттуда несколько ящиков с неизвестным содержимым. Тем временем на полярных станциях продолжалась конкуренция между старожилами и новыми игроками — Китаем, Индией, Южной Кореей. Новые базы строились максимально автономно, а персоналу запрещалось даже случайно снимать на пленку внутренние помещения лабораторий. Почти каждое крупное строительство сопровождалось визитами независимых экспертов из союзных стран, которые подписывали акты о неразглашении. В отдельных случаях сами ученые исчезали со своих постов без объяснения причин, а через пару месяцев их имена уже не встречались ни в одном официальном отчете. В 90-е, когда спутниковые технологии стали частью обычной жизни, Антарктида оказалась под эффектным электронным куполом. Любые снимки, показывающие необычные объекты, обрабатывались в специальных центрах цензуры, и только единичные сотрудники международных агентств имели полный доступ к исходным данным. Когда частные экспедиции пытались проникнуть в белые пятна на карте, их задерживали военные патрули, а оборудование конфисковали под предлогом нарушения режима безопасности. Сегодня разветвленная система контроля Антарктиды опирается на ежегодные закрытые совещания в Брюсселе и Вашингтоне, где за закрытыми дверями согласовывают даже маршруты возможных исследований и устанавливают новые правила по обмену образцов льда и пород.
В этих переговорах участвуют не только представители государств, но и сотрудники крупнейших разведывательных агентств, курирующие безопасность стратегических объектов. За последние десятилетия были официально зафиксированы десятки случаев, когда научные отряды, проникшие в несанкционированные районы, срочно эвакуировали по приказу контролирующих органов. Документы об этих операциях до сих пор хранятся под грифом «совершенно секретно». Континент превратился в своеобразную арену, где дипломатия и военная разведка идут рука об руку. Решения о доступе к ключевым точкам принимают не только ученые, но и главы разведок, а финальные списки маршрутов подписывают в самых закрытых кабинетах мира. Именно здесь возникает реальный контроль над Антарктидой. Его держатели хорошо известны в узком кругу, но никогда не называют себя официальными владельцами материка. И пока на ледяных просторах устанавливают новые антенны и прокладывают маршруты подземных буров, большая часть событий, определяющих будущее Южного полюса, так и остается за пределами публичных отчетов. Остается только ждать, какие еще секреты хранятся под многомильными слоями льда и кому из сегодняшних игроков удастся их открыть первым.